Еще раз? Что в России самые красивые девушки. Не понимаю. Очень жаль. Можно еще раз вопрос? Итак, привет, дорогие друзья, и как я скучала по русскому языку. Как вы могли заметить, два прошлых видео были с участием моего прекрасного друга из Тайваня на английском языке, но на этот раз у нас не будет никаких политических, экономических бесед. В этот раз я хочу узнать, как иностранец адаптировался в нашей прекрасной стране, как ему наша культура и что он вообще думает о России и о русских людях спустя 2 года жизни здесь. Пасом, Hi. расскажи... А? Hi. Все нормально? Привет. Да. Hi, you say hi! Итак, расскажи, какие у тебя были ожидания, какие были представления о России перед тем, как ты сюда приехал? Ну, привет, всем привет. На самом деле, я не ожидал слишком многого. Ближе, чем приехать сюда, моя магистратура, Институт исследования России на Тайване, посвящена развитию дипломатических, экономических, торговых и культурных связей с Россией и странами СНГ. Итак, я хотел бы своими глазами увидеть, что такое Россия влияет на жизнь. Город, который я выбрал для изучения русского языка, Санкт-Петербург, предполагалось, что это будет город в европейском стиле, и я могу ездить в соседние европейские города, когда у меня есть выходные. И все вот эти ожидания, они оказались реальностью? Нет, к сожалению. Началась пандемия, и также начался карантин. Все мои планы изменились, но в центре Санкт-Петербурга намного больше, чем я ожидал. Я не могу себе представить, каким удивительный и великим был этот город. Да, я часто гуляю по Невский проспект вдоль реки Невы. Я чувствовал себя частью всего этого. А также по некоторым причинам я до сих пор не был в других европейских городах. Например, Рига и Таллин. Ага, Рига, Италия, понятно. Да, Очень жаль, очень жаль. да, Я очень тоже да. там все еще не была, несмотря на то, что живу 22 года. Окей. И какая самая большая проблема была, да, в адаптации, когда ты сюда приехал? Самая большая проблема? Это много. Ну, окей, в начале моей российской жизни это было тяжело, действительно тяжело, потому что я вообще не умел говорить по-русски. Я мог только сказать несколько слов, но не предложений. И люди здесь, в основном, мне нужно говорить по-русски, чтобы общаться с ними. Представляешь, что я вообще не мог с ними общаться. И благодарю моим друзьям и преподавателю Анастасия Шепетковская. Мой русский язык улучшился. Так, что мне здесь жить легче. Легче? Легче, да-да-да, Легче, легче. да, легче. Вау. Ну, русский язык сложный, да? Да, очень.
Самый. Сложнее, чем китайский? Да. Потому что Ну, я вообще, носитель китайского языка. логично. Итак, ладно, самый всегда для меня интересный, животрепещущий вопрос — это что ты думаешь о русских? То есть, если бы тебя попросили описать русский народ, что бы ты сказал? Я уже здесь 2 года, больше 2 года. Я думал, что это трудно сказать. Первое впечатление у меня здесь было такое: ой, кто такой русский? Ну, вы все Мгм. выглядите как смешанная кровь, микс. И тогда я понял, что есть еще и большой правильный, как что? Melting pot. Котел. Melting pot. Я не знаю, как сказать по-русски, А простите. что ты имеешь в виду под котлом? Окей. Yeah. И русские люди в Санкт-Петербурге в основном очень дружелюбные и добрые люди, очень, ну, прямолинейные, вежливые. И еще ночью на улице есть несколько пьяные людей, они слишком дружелюбны. Да-да-да. То есть пьяные люди ночью пытались с тобой подружиться? Да-да-да. И они пытались, что, ну, говорить со мной по-английски или ну, не знаю, какой язык. Какой? Не знаю. Ну, может быть, корейский, японский, не знаю. Понятно. Да. Ну ладно. Прямолинейный и вежливый. Ну да, это прям про меня. Окей. Нашел ли ты настоящих друзей здесь? Да, у меня есть несколько хороших русских людей. Но, честно говоря, в России трудно найти друзей, потому что люди в общем находятся некоторым настоянии друг от друга. То есть в Тайване будет легче завести друзей, чем в России? Не знаю, может быть, это моя сторона. Не знаю, это чувство. А где люди более открытые, в России или там? Думаю, что Тайвань. Да? Да, может быть, ну, приезжайте. Хорошо, приеду. Ты бы смог остаться здесь жить навсегда? Навсегда? Это хороший вопрос. Ну, я думаю, что это сложно, потому что, ну, окей. Вначале я бы сказал, в России летнее время очень хорошее. Ну, очень рекомендую туристам посетить Россию в это время. Но если ты просишь меня остаться здесь навсегда, пожалуйста, нет. Ну, может быть, нет, да, окей. Но зима здесь слишком долгая и холодная. Я уже очень скучаю по вкусной еде Тайваня и теплой, теплой, теплой Теплой погоде. погоде? Да, Теплой теплой погоде. погоде, да. Хорошо. Ладно. А какие города России ты посетил? Какие города? Петербург, Великий Новгород, Нижний Новгород, Москва, что еще? Казань, Сочи, Иркутск. Иркутск, что еще? Мгм. Ну, да, все, кажется. И какой самый классный? Красный. Казань. И мне нравится Казань. Казань. Да, Вау. это совсем разный от других.
Какое русское блюдо тебе понравилось больше всего? О, мне нравится ухо. Уха с Уха. рыбой? Да, с рыбой. У, Ну, потому что... Сейчас, секундочку. Потому что я очень скучаю морепродуктам. Здесь, ну, в Петербурге, сложно найти свежий, да? Свежий. Я часто заказываю ухо, ну, солянку, может быть, борщ, да, и блины, А ты согласен с тем, что в России самые красивые девушки? да. Surprise девчонки, вот так вот. А с русскими девушками легко встречаться? Нет. Ну, Нет? зависит от девушек. Зависит. Зависит Ага, от, зависит от девушек. да. Но, мои дорогие друзья, об этом мы узнаем в следующий раз, потому что я почти уговорила Асона на видео, в котором он расскажет все про его, так сказать, любовную жизнь в России, про свиданки, про Тиндер и так далее. Поэтому мы обязательно это скоро узнаем. Вот. Ого. Что ж, Асон, Эй, спасибо за все. о, благодарю. Спасибо большое. Ну, скажи там что-нибудь. Короче, подписывайтесь на Сончика в Инстаграме. Он сингл, рич и ждет ваши сообщения в директе. Спасибо. Не надо. Не надо? Все, ладно, не надо. Ну Окей. что, мои дорогие друзья, спасибо за просмотр, лайк, коммент, подписка. И если у вас есть свои более интересные вопросы для моего прекрасного друга, то задайте их, пожалуйста, в комментариях, и я обязательно заставлю его ответить на эти вопросы. Ну все, бай-бай!